Здравствуйте! Для Скорпиона сегодня абсолютная классика Таро Уайта. Да, это гадание на последний летний месяц. Август 2022, дорогие Скорпионы. Да, простирается конец лета, перед нами бархатное время, самые лучшие погоды, самые правильные мечты. И мы сейчас спросим карты про работу, деньги, любовь и семью для вас. Но прежде вот послушайте, что про вас пишут в интернете. Согласны вы или нет? Итак, Скорпион обожает, когда люди делают комплименты. Это так? Не замечала. Такой милый, что невозможно не влюбиться. И это тоже про вас. Скорпион умеет делать прикольные шутки. Скорпион думает, даже когда он счастлив. Скорпион очень вкусно готовит еду. Скорпион обожает стильно одеваться. А также находится постоянно в тренде. Ну, все хорошее, правда здесь? Не хочется оспоривать. Итак, 3 карты на работу. Вам сначала узнаем, что обещает Вселенная и о чем предупреждает про работу. 1, 2, 3. В целом неплохо. Я думаю, что это месяц без потрясений, без потери работы, без потери лица. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей. Такая, знаете, странная карта, особенно вот в таком окружении. Потому что, с одной стороны, мы привыкли, что рыцарь мечей – это все-таки конфликты. Да, рыцарь мечей говорит, что конфликтных ситуаций будет много у вас на работе. А может быть одна, но такая, которая длиной в целый месяц. Это конфликт по поводу, это конфликт, которого нельзя избежать, и который нельзя, вот что называется, замазать, замолчать. То есть надо решить. Возникает какое-то противоречие между вами, обстоятельствами и какими-то другими людьми, противоречие, которое вот надо решить. Если не решить, то вы дальше не двинетесь в вашей работе или в бизнесе. Вот это очень характерно здесь для, например, совместного бизнеса, если у вас такой. То есть это спор с партнерами по бизнесу, от которого нельзя, ну вот что называется, отвертеться. Нельзя просто сказать, подумаем об этом завтра. Нет, здесь да или нет. А рыцарь мечей часто советует вам, вопрошающему, не бояться именно конфликтов и не бояться повернуться к людям, ну, особенно к правильным людям, вот не лучшей своей стороной, вот своей оборотной стороной, то есть не выбирая средств, кому-то свое доказать, как-то свое отстоять. Ну, это такое вот спорное значение карты. Но все-таки мечи – это карта ума, карта интеллекта. И рыцарь мечей – это в то же время изобретение, прозрение. А посмотрите, как тематически близко идут эти вещи, да? В спорах рождается истина. И конфликт вам здесь на работе, в бизнесе нужен для того, чтобы изобрести нечто новое, какую-то новую концепцию для совместного бизнеса или работать по-новому. Рыцарь мечей – это изобретение, это рационализация чувственных идей, это рационализация вашего производственного какого-то процесса. Знаете, вот если вы пойдете к начальству и станете доказывать, что нет, вот это я буду делать теперь по-другому, по-новому, потому что это правильнее, быстрее и эффективнее. И вам придется доказывать, вам придется ругаться, но это от ума, это потому что вы изобрели вот это вот что-то. Поэтому вот карта-то очень неплохая. Я люблю, когда крупные мечи появляются в раскладе, потому что это значит, что после что-то поменяется. Это какой-то водораздел, точка, отчасти конфликтная, да, но зато за ней расчищается очень сильно горизонт. Предупреждает о конфликтах, советует конфликтовать, ну и советует конфликтовать, естественно, с умом. Но в таком безобидном окружении он впадает, этот рыцарь мечей. 2 пентаклей рядом – это
буквально вторая работа. Мы же о работе говорим. Вторая работа, дополнительное задание, дополнительный проект, какое-то совмещение. И двойка пентаклей, веселая, легкая карта, говорит, что конфликт будет, ссора будет на пользу и короткой. Вам удастся, без последствий, вам удастся потом отлично продолжить дружить с начальником или с партнером по бизнесу. И все сойдется, вы договоритесь. То есть это конфликт очень такой, знаете, здоровый, вот по-настоящему очищающий. И, может быть, даже не просто договоритесь, а подружитесь еще сильнее. Видите, вот это вот уютная, такая семейная шестерка кубков. В целом, это прямо и предсказание, и совет для вас выяснить отношения. Пришло время выяснить отношения, что-то прояснить с одним человеком или с группой людей, может быть, с целым набором ваших каких-то контрагентов в бизнесе. То есть это такая точка, которая делит вашу работу на до и после. Но это не конец самой работы, ни в коем случае. Это не увольнение, это не отказ от там, бизнеса вашего будущего. Новая работа найдется ли для вас или нет? Ну, во-первых, вторая найдется. Возможно. Новая работа напрямую карта вам не обещает. Если вы сейчас в поиске, скорее вернетесь на старую или будете иметь старую работу как подработку, какие-то заказы со старой работы. И вообще, если вы ищете в поисках работы сейчас, лучше рассмотрите варианты, чтобы вернуться куда-то, где вы уже были. Скорее так. Новизны нет в этих картах. Вот. Все есть. А новизны нету. Далее деньги. Денежная жизнь Скорпиона. Раз. Два. Три. Ну что ж, денежная жизнь выглядит ваша вполне себе денежной. Две карты масти Пентакли вам выпадают. Паж и девятка. Паж – это приток новых денег в вашу жизнь. Но мы видели у вас что-то похожее на вторую работу или на дополнительный бизнес. Отсюда вот новый денежный ручеек открывается. Паж Пентакли – это вестник монет. Он спешит к вам, чтобы вас вот буквально обогатить. Часто Паж Пентакли – это человек, который несет в ручках вам вот так вот, приносит деньги буквально. Денежное предложение или премию начальник выписывает. А девятка Пентаклей, хорошо, что она здесь, она как-то стабилизирует и более долгосрочно делает историю. Она говорит, что вновь появившиеся, пришедшие в августе эти деньги надолго останутся. То есть это не разовое поступление, а это какой-то новый постоянный доход у вас открывается. И вполне себе такой чистый, легальный, гарантированный по приказу или по договору. Еще карты могут описывать какое-то дело, буквально договор, не знаю, купли-продажи, например, потому что здесь есть документы, здесь есть вообще какие-то юридические хлопоты, связанные с деньгами, и все такое взрослое и ответственное, связанное с деньгами. Карты вам советуют заниматься такими делами, упорядочивать таким образом свою финансовую жизнь и в целом призывают вас к взрослости и крупным решениям, связанным с деньгами. Знаете, каким-то вот спокойным. Но карты очень неэмоциональные. То есть эмоциональные траты совсем не приветствуются. Даже, я бы сказала, карта немножко к стяжательству такому располагает. То есть будьте расчетливы, будьте с очень холодной головой, деньги не расточайте. Это время все грести под себя. Вот так вот, наверное. Далее любовь. Отношения новые, длящиеся, любые отношения романтические мы здесь оценим. Раз. Грести под себя и на любовь у вас, видите, сразу переходит. Как-то это связано получается. 2 и 3.
драматичное такое сочетание, знаете, драматическая троица какая-то. О любви придется вам переживать. Вот если в прежних двух областях вашей жизни мы даже не видели старших арканов, поэтому примерно можно сказать, что плюс-минус жизнь профессиональная и денежная у вас протекает как обычно, то в любви все меняется, все идет совсем не так. Здесь выпадает карта смерти. Естественные, но от этого, ну, понятно, что естественные, но от этого не менее драматичные перемены вас ждут в любви. Кого-то, кстати, хорошие. Смерть всего лишь предупреждает о том, что у вас в заданной теме что-то закончится. Что-то закончится. Закончится может брак, закончится может просто любовная история, но с таким же успехом может закончиться и ваше долгое одиночество или ваши какие-то отчаянные, несчастливые поиски партнера. А карта смерти всего лишь говорит, что пройдет август, и в вашей личной жизни ничто не останется так, как было прежде. И, может быть, долго было прежде, может, 20 лет до этого оно так было. То есть готовьтесь к переменам. И, скорее всего, эти перемены, хоть и без вашего желания, и без вашей воли, но все-таки к лучшему, потому что воплотят вашу мечту. Рядом карта звезда, а она именно описывает, ну, некое такое сияние, некий идеальный образ, который может быть, наверное, у всех есть в голове моя идеальная личная жизнь. То есть как вы представляете такое очень-очень правильное течение ваших любовных отношений с уже выбранным человеком или с кем-то новым, кто должен у вас появиться. Видите? Перемены сами по себе, может, и спорны, но ведут они вас прям вот к мечте. Поэтому мечту важно как-то осознать. Иногда ведь и расстаться мечта, иногда и развестись мечта. Вот так вот. А в середине вот такая вот очень практичная четверка пентаклей. И она очень всю эту историю, наверное, приземляет. Она говорит, что, ну, это карта обладания. Она говорит, что вы чем-то в личной жизни, в любви будете обладать. Вам будет что вот так к сердцу прижать, оценить и никому не отдать. Но насколько это чувственная история, насколько она вот именно романтичная, трудно сказать. Здесь вот эта четверка скорее выпадает вам как совет. То, что свалится, а оно именно сваливается, да, как звезда с неба, то, что свалится вам в руки, вот в личной жизни в августе, вам надо схватить, вцепиться, припрятать и никому не отдать. Потому что это будет для вас очень ценно. На данном этапе жизни это будет очень ценно, как бы оно ни выглядело снаружи. Ну, на практике пример какой здесь можно привести? Новое знакомство, например. У вас случается новое знакомство при каких-то необычных обстоятельствах, и новое знакомство, которое, ну, может быть, не совсем такое, какое вы себе представляли. И все равно ваша задача в новом этом человеке рассмотреть какую-то особенную ценность и вцепиться, ухватиться, не отпустить, не отдать. То есть вот какая-то такая задача идет. Для длящихся отношений, кстати, иногда буквально для длящихся отношений или для брака, вот эти карты могут описывать запутанность в денежных отношениях. Но знаете, много, кстати, таких криминальных комедий есть на тему там брачные контракты, вот это вот все. Мы же почему-то в своей обычной жизни этим пренебрегаем, да, как бы брезгуем. А карта вам описывает, например, ссору с любимым человеком. Не ссору, нет, другое. Перемену в отношениях с любимым человеком из-за денег.
Это деньги не обязательно буквально прямо купюры. Это могут быть мат-ценности, уже воплощенные вот в какие-то стены или диваны. То есть это может быть даже вот в плохом проявлении какой-то денежный тупичок, знаете, тупичок, когда вы не можете договориться о деньгах или не можете что-то разделить. В целом советы здесь какие? Ну, во-первых, я сказала, да, за любовные отношения, то, что есть, это что появляется, держаться. Карты говорят, это стоит того дорогого. Карты исключают, ну, какое-то легкомыслие вообще в вопросах любви, хотя предполагается, да, что любовь это только от легкомыслия и случается с людьми, да, но для вас вот будьте осторожны, аккуратны, серьезны. Эта ситуация со старшими арканами какая-то очень подвижная. Знаете, шаг вправо очень хорошо, и для вас счастье, исполнение мечты. Шаг влево уже очень плохо, и вы в шаге, и вы в миллиметре от расставаний, от какой-то личной драмы. То есть надо, наверное, собраться, да. Далее семья, дом, родственники. Раз, да. И 3. Хорошо. Перемена карты обещают вам в семейных делах. Ну, колесо фортуны в вопросах дома это часто смена дома, буквально смена дома, переезд насовсем куда-то или просто переезд на время, например, в какой-нибудь санаторий, как положено, или отель, или дом отдыха, куда в августе часто многие, да, переезжают, потому что это время отпусков. Ну вот, а колесо фортуны, счастливая карта, она говорит, дома в семейных, близкородственных, так сказать, бюджетных, семейно-бюджетных делах вам повезет, будет много движения, много что поменяется. Какие-то радостные новости вас ждут, явно очень такие случайные. Это то, на что вы надеялись, но, конечно, не могли достоверно рассчитывать. Скорее всего, эти новости и перемены будут связаны с младшим родственником, сильно близким. Это ваш ребенок, например. Уже какой-то подросший, а может и совсем маленький. Вот. Ну, может быть, родственник и не сильно близкий. Дорога и человек. Дорога и человек. Приезжает человек, например. Это визит в гости. Пришел навеки поселиться какой-то родственник, племянник пожить у вас. Ну, всего-то каких-то 5 лет, пока в университете учится. То есть это... Скорее интересное время, кстати, обычно карты, вы обратили внимание, да, вот в вопросах семьи и дома привлекают внимание к деньгам, к бюджету, распределение бюджета, там, может быть, ссоры из-за бюджета. У вас нет. Здесь скорее время обратить внимание вот на какого-то молодого человека, связанного с семьей, а может это новый, кстати, ну это же может быть совсем ребенок, это же может быть вообще младенец, который появляется у вас в семье, то есть это сообщение, известие о том, что у вас ребенок будет, или внук, или там, правнук, возможно. Вот, и от этого известия, от этих перемен в семье у вас возникает такая растерянность. Вы как будто бы не знаете, а что с этим делать. Вроде бы известие, ну, радостное, да? А что дальше? То есть растерянность, какой-то выбор, запутанность в перспективах, множественный выбор, например, связанный с учебой ребенка. Может быть, потому что в августе, конечно, многие детей в школу отдают, а школ множество, множественный выбор, куда отдать ребенка учиться. Но это, я думаю, в целом карты хорошие, они абсолютно, в общем-то,
бесконфликтный, но тоже, видите, мы с вами начали гадание с фигурных мечей и завершаем фигурными мечами. Это значит, что думать и изобретать, прозревать, видеть что-то нестандартно, вот что придется вам в августе. Вот так вот. Ценна ваша мысль. Ценно, что вы увидите по-новому в жизни. И одну карту, как совет, я вам хочу достать из колоды «Золотое Таро». Один совет. Скорпионом. Десятка жезлов. Стараться, карта советует стараться. Это карта гордых, честолюбивых людей, готовых на себя очень многое взять, взвалить. Это люди, которые не постоят за ценой, которые не боятся даже физической усталости. Карта призывает вас не жалеть себя, устремляться к новым вершинам, много работать и брать на себя ответственность за все, что происходит в радиусе видимости. Спасибо.